Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Пока идет подготовка к похоронам Мирьем Ханем, Сезин звонит Аслы и говорит, что будет. Она говорит, что они придут выразить соболезнования, и что ей нужно кое-что с ней обсудить. Услышав это, Рейхан Ханем уходит от Аслы и отправляет Сезин голосовое сообщение с вопросом, может ли она поговорить с ней, прежде чем говорить с Аслы. Не в силах устоять, Рейхан Ханем пытается убедить Сезин позвонить Аслы и рассказать ей все сама, говоря: «Не говори мне, я сама тебе расскажу». Фиген Ханем пытается оттолкнуть Араса, используя в качестве предлога рабочее дело. Арас злится и говорит: «Ты что, пытаешься меня оттолкнуть?» и говорит: «Я не могу оставить Аслы одну. Я пробуду максимум 2 дня». Позже, выйдя в сад, она замечает, что Аслы разговаривает с кем-то по телефону и спрашивает, с кем она разговаривает. Аслы отвечает: «Сезин», но Арас не верит ей и забирает у нее телефон. Когда Аслы спрашивает: «Ты мне не веришь?», Арас отвечает, что он так себя ведет, потому что боится Серкана и должен ехать в Дубай по работе. Когда Аслы не возражает, она подозревает его и спрашивает: «Разве ты не видишь меня в том же свете?» Аслы отвечает: «Я вижу что-то подобное», и заходит в дом. Она подходит к Фиген Ханем и говорит: «Спасибо, что убедила Арас уйти». Когда Фиген Ханем спрашивает: «Зачем ты это просил?», Аслы говорит: «Я принесла тьму в этот дом, поэтому ему нужно держаться подальше от Араса несколько дней, чтобы сбежать. Он постоянно за мной следит». Серкан звонит Аслы и сообщает, что подготовил все документы и что их свадьба состоится завтра. Когда Аслы глубоко скорбит о потере любимой матери, Аслы обнимает ее и пытается успокоить. Когда Серкан понимает, что Халид Бей в последнее время встречается с женщиной и шьет костюмы, он давит на нее, но Халид молчит. Напротив, она предупреждает его не беспокоить Аслы, скоро похороны, так что прояви понимание, и затем выпроваживает его. Пока Метин находится в своей комнате, Рейхан Ханем приходит его позвать. Видя, что он подавлен, она подходит к нему и пытается подбодрить. Когда Метин выражает свою грусть по Бериджик, Рейхан говорит: «Мы все вместе позаботимся о нашей дочери». Она держит его за руки. Метин говорит: «Рейхан, то, что ты рядом, для меня так драгоценно. Я понимаю, что мое место всегда рядом с тобой». Они обнимаются. Бериджа подходит к Рейхан со словами: «Как тебе не стыдно?», и, плача, выходит из комнаты. Бериджа выбегает в сад. Увидев приближающегося Мурата, она обнимает его. Когда Метин говорит: «Послушай нас, дочка», Бериджа отвечает: «Моя мать была права, она говорила мне, что страдает. Она знала, что причиняет боль моей тете Рейхан». Метин и Рейхан Ханем говорят: «Я неправильно ее поняла и пыталась убедить ее поговорить». Бериджа кричит и пытается покинуть особняк. Метин отказывается ее пускать, и Бериджа убегает. Когда Мурат успокаивает Бериджик и радушно принимает ее, та, пусть и ненадолго, приободряется. К ним подходит Фулья Ханем, отпускает Мурата, выражает Бериджик соболезнования и говорит: «У нас с твоей матерью много общего. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, мы могли бы быть хорошими подругами». Затем она критикует Рейхан Ханем. Фулья Ханем спрашивает Бериджик, не хочет ли она остаться у нас на несколько дней. «Это пойдет и тебе на пользу». Затем она идет поговорить с Метином и просит разрешения. Пока Аслы, Сезин и Рейхан Ханем разговаривают, Сезин делает Рейхан Ханем двусмысленные замечания, от которых та чувствует себя неловко. Фулья Ханем приходит к Метин Ханем и говорит: «У Бериджик плохое настроение. Побудь подальше. Давай даже отвезем ее к нам». Халид уважает такие вещи и ничего не сделает. Затем, когда она рассказывает ему, что Рейхан Ханем сообщила Халиту, где находятся Аслы и Арас, Метин отказывается ей верить, говоря: «Я знаю, что сейчас неподходящее время, но я должен тебе сказать». Фулья говорит: «Я не могу быть так уверена. Мы все знаем, что ты сделала, чтобы обеспечить безопасность Аслы». Затем, когда Фиген сообщает ей о прибытии начальника полиции, она заходит в дом и отвечает на вопросы Мирьем.
Пока Арас собирает его сумку, входит Аслы и пытается привести ее в порядок сама. Арас отказывается. Арас, подозрительно относясь к ее поведению, спрашивает, что происходит. «Я не могу оставить тебя в таком состоянии». «Что происходит?» Аслы отвечает: «Я буду скучать по тебе. Мне грустно». Аслы глубоко тронута, провожая Араса. Арас говорит: «Я уезжаю всего на 2 дня. Не смотри на меня так, будто я никогда не вернусь. Мы начнем новую жизнь вместе. Скажи мне что-нибудь приятное. Отпусти меня». Аслы плачет, обнимая его: «Несмотря ни на что, как бы далеко мы ни были, я так сильно тебя люблю». Арас говорит: «Я тоже тебя люблю». Когда Арас садится в машину и уезжает, Аслы смотрит ему вслед. Метин отводит Рейхан в сторону и спрашивает: «Ты сказала Халиту, где Арас и Аслы?» Рейхан признается. Рейхан извиняется сквозь слезы: «Господин Метин бросил Араса перед домом, как мусор. Я больше не хочу тебя слышать». Господин Хюлья также рассказал Аслы об этом инциденте, и когда она вышла из комнаты, где разговаривала с господином Метином, Аслы встала перед ней и спросила: «Это ты с нами сделала? Когда я смотрю на тебя сейчас, я вижу разочарование». Аслы выбегает из дома, говоря, что больше не может оставаться в этом доме. Рейхан бежит за ней со словами: «Послушай, я сделала это, чтобы защитить тебя. Я бы не причинила тебе вреда». Аслы отвечает: «Ты причинила больше всего зла. Мы оказались в этой ситуации из-за тебя. Это мое решение. Ты не можешь мне мешать». Рейхан отвечает: «Все в этом доме использовали тебя. Они хотели только, чтобы Арас был спасен». Аслы кричит на нее и уходит. Хюлья напоминает ей слова Рейхан: «Береги оставшихся детей», когда та плачет вслед Аслы. «Я хотела рассказать тебе, что у тебя осталось от семьи», — говорит она. «Но у тебя никого не осталось». Когда они возвращаются домой, Хюлья в праздничном настроении и хочет отпраздновать. Сезин говорит: «Я хотела тебе сказать», но Хюлья говорит: «Ты совершила ошибку, это не то, что нужно скрывать». Сезин и ее мать спорят о том, правильно ли тебе подслушивать мой телефон. Аслы отвечает: «Неважно, я теперь все поняла». Когда Аслы говорила о чувстве завершенности, словно чувствуя их двоих, глаза Хюльи наполнились слезами. Она рассказала дочери, с которой познакомилась 9 лет назад, все. Она сказала: «Я не забывала тебя ни на день, я всегда носила тебя в своем сердце и искала тебя повсюду». Девушка сказала: «Ты бросила меня много лет назад, я не хочу тебя знать. Моя мать — это та, которая меня воспитала». Когда Хюлья однажды хотела обнять ее, девочка так и не подпустила ее к себе. Когда она спросила, чего ей нужно, Хюлья ответила, что не хочет отпускать ее, и заплакала, сказав, что сделала это по необходимости. Сильви плакала, вспоминая, как она ее бросила, и сказала: «Я не хочу тебя знать и видеть. Не беспокойте нас». Когда Рейхан схватила сумку и вышла из особняка, Фиген воскликнула: «Я могла бы ожидать от тебя чего угодно, но не этого». Рейхан извинилась и ушла. Метин спросил, где она остановилась. Рейхан ответила, что не знает. Метин сказал водителю, чтобы он высадил тебя, где хочешь. Когда Рейхан Ханем уезжала, Халид попытался ее остановить. Когда она не остановилась, Халид позвонил и сказал, что будет преследовать ее до вечера, что убедило его поговорить. Он выразил соболезнования Рейхан Ханем и спросил, рассматривает ли она его предложение. Рейхан сказала: «Оставь нас в покое. Ни я, ни моя дочь не выйдем замуж за твоего сына». Халид отвечает: «Куда ты едешь, когда здесь соболезнования? Нельзя же отправляться в такую поездку в такое время». Рейхан Ханем спрашивает: «О чем ты говоришь?» и направляется к своей машине, а Халид кричит: «Рейхан, ты что, с ума сошла?» Рейхан Ханем поворачивается и сердито смотрит на него, прежде чем уйти. Когда Халид Ханем встречается с Метин Ханем и выражает свои соболезнования, Метин Ханем удивляется, когда Халид упоминает о нападении на него, намекает, что он его спровоцировал, и рассказывает, что они с Рейхан Ханем были одни в ту ночь, строя планы на будущее.
Халид Ханем говорит: я не из тех, кто рассказывает женщине о случившемся по телефону. Я отвечу на нападение на тебя. Он говорит: я приму твое предупреждение близко к сердцу. Он уходит. Как только Араз приезжает в Дубай, он звонит Аслы по видеосвязи и видит ее мать дома. Аслы в отчаянии говорит: ничего не случилось, я только что пришла. В дверь Аслы звонит Метин, и он сообщает ей, что охранник, которого он послал за Аслы, уже у двери. Аслы встает и говорит, что идет на встречу с Джахитом. Когда она отказывается оставить мать и братьев с сестрами одних, Аслы говорит: дай мне передохнуть, ты понимаешь, что за мной постоянно кто-то следит. Когда охранник у двери спрашивает: пойдем, Аслы, ты куда-то идешь, Аслы отвечает: пойдем в больницу. Хюлия вспоминает, как Аслы сказала: я всегда чувствовала себя неполноценной, и это никак не связано с моим заболеванием сердца, и вышла из дома. Приехав в больницу, Аслы отправляет охранника на парковку, а сама делает вид, что входит в больницу, направляясь к Серкану. Когда Аслы говорит: пойдем на свадьбу, Серкан встревожен ее поведением. Когда она описывает это так, словно сама переживает эту травму, Аслы отвечает: ты не единственный, кто через это прошел. Вместо того, чтобы винить мою мать, вини своего жестокого отца. Настоящая причина всего этого – твой отец. Когда Серкан объясняет, что эта свадьба ничего не изменит, он смягчается. На вопрос Аслы: ты пытаешься меня отговорить? Аслы отвечает: я тебя не отговариваю. Пойдем. Человек, за которым следит Серкан, рассказывает ему обо всем и просит продолжать свои поиски. Когда Хюлия находит Сельви, которую она считает своей дочерью, и представляется ей со словами: «Мне нужно с тобой поговорить», Сельви отказывается. Хюлия упоминает Аслы: у нее была тяжелая жизнь, она постоянно болела. «Моя дочь чувствует себя очень несчастной». Хюлия объясняет: «Я не твоя дочь, ты меня не рожала. Когда я говорила с тобой, я посещала театральные курсы. Моей матери предложили много денег и хотели, чтобы я сыграла эту роль». Хюлия потрясена. Затем, спокойно поразмыслив, она понимает, что сделала медсестра. Когда Хюлия приезжает в больницу к Аслы, она встречает доктора Джавита и понимает, что он так и не пришел. Позже, увидев охранника и спросив его, она понимает, что Аслы исчезла, и начинает волноваться. Пока Рейхан подходит к дому Хюльи и ждет там, Сезин и Мурат замечают ее и спускаются к ней. Сезин спрашивает: «Как ты смеешь приходить сюда?» Мурат спрашивает: «Разве ты не понимаешь, как ты расстроил мою сестру?» Рейхан отвечает: «Если бы ты позволила мне рассказать тебе, этого бы не случилось». Когда Рейхан упоминает о своей жертве, Сезин говорит: «Если ты готова на такую жертву, иди и прими предложение моего отца». Хюлия звонит ей, чтобы сказать, что не нашла Аслы. Как только Сезин собирается позвонить отцу, появляется Аслы. На вопрос, где она отвечает, что гуляет по пляжу. Рейхан замечает, что Мелике, как и Аслы, избегает ее взгляда и играет с ее волосами, когда она лжет. Когда Аслы спрашивает, что она здесь делает, она отвечает: «Я волновалась за тебя». Когда Аслы замечает, что Мелике так делает, когда нервничает и хочет что-то сказать, Аслы отвечает, что стресс – это правда, и просит ее уйти. Пока Аслы обсуждает это с матерью и братьями, раздается звонок в дверь, и появляются Метин и Бирджик. Метин собирается уйти из Бирджик, и Хюлия спускается вместе с ним вниз со словами: «Мне нужна твоя помощь, чтобы я могла рассказать тебе, пока ты ее провожишь». Аслы и ее братья и сестры предлагают Бирджик банановый молочный коктейль и мультфильм, чтобы подбодрить ее, говоря, что это всегда помогает во всем. Бирджик говорит, что хочет поговорить с Муратом наедине перед фильмом. Она объясняет, что последний, с кем разговаривала Мирьем, был детектив, нанятый Метином, и что с ней что-то случилось, потому что ее мать что-то задумала. Она чувствует себя виноватой за то, что не поверила ей. Она плачет, гадая, изменяет ли мой отец моей матери, изменяет ли моя тетя Рейхан, или же она попала в аварию из-за него. Мурат говорит: «Я сделаю все, что ты хочешь». Бирджик просит: «Я не могу разговаривать с этим человеком. Тебе лучше пойти и выяснить».
Она тут же пишет Мурату на этот номер и просит о встрече. Хюлья говорит Метину: «У тебя и так столько проблем, а мне больше никому обратиться за помощью». Затем она рассказывает о своих жизненных трудностях. Когда Аслы родилась больной, я хотела отдать ее в богатую семью, потому что не могла о ней заботиться, но богатая семья не хотела больного ребенка. Поэтому я отдала второго ребенка. Как и у Сезин и Мурата, у Аслы была близнец. Моя дочь всегда чувствовала ее отсутствие. «Поможете мне найти ее?» – спрашивает она. Госпожа Метин говорит: «Я не знаю, что я могу с этим сделать». Госпожа Хюлья отвечает: «Ты справишься. Ты сильный». Метин отвечает: «Я сделаю все, что смогу». Хюлья обнимает его и говорит: «Большое спасибо. Но есть кое-что, что вам нужно знать. Много лет назад я встретила человека, который принял меня за ее дочь. Оказалось, кто-то подставил другую девушку, чтобы помешать мне найти ее. Эти люди не хотят, чтобы я ее нашла. Пожалуйста, найдите ее, а потом скажите им, кто ее у меня украл, потому что я не позволю им это спустить с рук». Госпожа Метин помнит, как в тот момент позвонила медсестра и сказала ему. Пока Рейхан Ханем сидит на скамейке, размышляя, появляется Халид. Он говорит: «Теперь ты совсем одна, Аслы тебя не простит. Я нужен тебе больше, чем ты мне. Приходи ко мне в кабинет завтра в 11 часов. Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное». Он уходит. Аслы смотрит мультфильмы с Бирджик и ее братьями и сестрами, а раз пишет ей сообщение с просьбой о фотографии. Затем он отправляет ей фотографию в ответ: «Я твой». Глаза Аслы наполняются слезами, и она изо всех сил пытается сдержать слезы. Мурат встречается с человеком, которого Бирджик пригласила на встречу, и спрашивает Мирьем Ханем, что она сказала, пытаясь вытянуть из него информацию. Мужчина сообщает Мирьем Ханем, что узнал об удочерении Мелике и хочет получить ее документы, чтобы она могла отправить их по телефону. Когда Бирджик спрашивает, узнала ли она что-нибудь, Мурат отвечает, что ему еще не удалось с ней встретиться. Сезин отказывается оставлять Аслы одну. Они вместе приезжают в больницу. Сезин, подозревая, что Аслы хочет поехать одна, забирает ее. Когда Аслы сообщает ей, что Рейхан сказала, что снова играет с ее волосами, Аслы злится и говорит: «Я не лгу». Аслы пишет Хюлье: «Кажется, Сезин идет к отцу». Она просит Хюлью позвонить Сезин. Аслы выходит из кабинета Джахита со словами: «Я волнуюсь, мне нужно проверить, как там Сезин». Сезин паникует, осознав ситуацию. Аслы встречается с Серканом и садится к нему в машину. Серкан говорит о свадебном платье и прическе невесты: «Ну, у тебя заботливый муж, поэтому я подумала и сделала». Аслы открывает коробку со свадебным платьем, чтобы посмотреть, может ли она его осмотреть, хватает платье и выбрасывает его в окно. Мурат рассказывает своей матери Хюлье о том, что узнал. Хюлья паникует, думая, что Мурат узнал о ее романе с Метином. Затем она в шоке, услышав о Мелике. «Госпожа Хюлья, нам нужно объяснить все это господину Метину, это непростые вопросы для разговора». Когда госпожа Хюлья просит документы, полученные от Мурата, Хюлья читает сообщение и узнает, что Мелике, вероятно, ее дочь, что они родились в той же больнице в тот же день. Она бросается на тротуар, вспоминая момент, когда Мелике вошла в дом, смотрела на нее пустыми глазами, ее глаза наполнились слезами. Она разрыдалась, задаваясь вопросом, не ее ли Мелике дочь. Когда Сезин не смогла дозвониться до Хюльи, она позвонила Рейхан и сказала: «У меня нет сестры». «Наверное, ты была права». Рейхан вспомнила, как Халид велел ей быть у меня в кабинете в 11 часов, мне нужно кое-что ей показать. Она подошла к Халиду и спросила, где Аслы, и разозлилась. Халид, сказав: «Я тебе покажу», связался по видеосвязи со своим мужчиной и показал ему момент, когда Аслы и Серкан вошли в свадебный зал. Рейхан сказала: «Не делай этого», и Аслы позвонила Аслы, но Аслы не ответила. Несмотря на мольбы Рейхан, Халид сказал: «Если ты согласишься, они остановят Серкана и отправят его в Байбурт. Оттуда он не сможет вернуться, если я сам этого не захочу».
Когда ослы спросили о свадьбе, Рейхан ответила: «Хорошо, я согласна». Даже не спросив Серкана, Халид приказал своим людям схватить Серкана и силой вытащить его из-за стола. Ослы была ошеломлена. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.